Здравствуйте, меня зовут Сергей Медведский, и я являюсь автором программы «Текстиль Эксперт». Количество моих подписчиков постепенно растет, а значит, моя ответственность перед вами растет пропорционально. Сегодня по вашим просьбам, а также для лучшего понимания, зачем и чем я занимаюсь, я немного расскажу о себе. Вообще, заниматься текстилем не было мечтой моего детства. Тогда я мечтал стать путешественником, как Юрий Сенкевич и Жак-Ив Кусто. Но цепь случайных и неслучайных обстоятельств привели меня в текстильный вуз. Я живу в Беларуси, в городе Витебск, история которого перевалила за 1000 лет. Очень горжусь и люблю свой город и прекрасную Беларусь. Кто еще не был в Витебске, обязательно приезжайте, и думаю, вы не пожалеете и оцените его неторопливый вайб. Я окончил Витебский государственный технологический университет по специальности придение натуральных и химических волокон в 90-х и решил остаться на кафедре. В 26 лет я защитил кандидатскую диссертацию на тему получения текстурированных химических нитей. После этого стал преподавать, втянулся в преподавательскую деятельность и полюбил ее. Затем получил звание доцента, второе высшее образование по специальности экономика и управление. Преподавал технические, текстильные и экономические дисциплины у технологов, текстильщиков, инженеров по автоматизации, механиков и экономистов. Ну, студенты говорили, что им нравится ходить ко мне на занятия, насколько вообще студентам может нравиться этот процесс. Я всегда старался заинтересовать их в предмете, показать им нужность инженерных знаний и знания материалов. Старался объяснять сложные процессы простыми словами. Ну, вроде получалось. Кафедра наша постоянно трансформировалась. Сначала в университете вообще были отдельные кафедры придения, ткачества и трикотажа, которые ежегодно выпускали до 150 специалистов-текстильщиков. Сейчас это просто невозможно представить. Последняя текстильная группа дневного отделения была 5 человек. Затем три кафедры объединились в одну кафедру технологии текстильных материалов, которая просуществовала до 2023 года. Сейчас текстильной кафедры больше не существует, к сожалению. 45 лет кафедрой руководил доктор наук профессор Коган Александр Григорьевич, почетный доктор Московского Косыгинского университета. Замечательный человек, оратор и ученый, которого я во многом обязан своим подходом к работе и изучению текстильных материалов. Кафедра всегда очень много занималась наукой, выполняла как государственные заказы на разработку технологий материалов, так и конкретные запросы текстильных предприятий. Вот так формировался мой багаж знаний при посещении предприятий, выставок, знакомстве со специалистами. Кафедра много участвовала в образовательных научных программах стран Евросоюза. Темпус, Эразмус, МОСТ, что, соответственно, еще больше расширяло мои горизонты познаний. Я проходил стажировку в Швейцарии на фирме Устер, мировом лидере в производстве лабораторного оборудования для пряжи. В Афинском университете, в Политехническом университете в Валенсии. Очень важна для меня была стажировка в Индию в 2017 году на довольно длительный срок в организацию СИТРА. Это Ассоциация индийских текстильных исследовательских организаций в штате Тамил-Наду, город Коимбатур. Тема стажировки была управление текстильным предприятием. Это было полезно мне не только как специалисту-текстильщику, но и в плане знакомства с совсем другим миром и другой культурой, не туристической Индии. Мои впечатления были настолько яркими, что по приезде я написал книгу об этой поездке, она называется «Коровы на мосте». В это же время появилась возможность посещать мировые выставки текстиля и оборудования, такие как ИТМА в Милане, Техтекстиль во Франкфурте, Ганновере, Премьер Vision в Париже и другие. Все это послойно укладывалось в текстильную копилку. Много печатался в российских, белорусских и международных изданиях, при любой возможности участвовал в международных текстильных научных конференциях: Москва, Питер, Афины, Лесбос, Бухарест, Либерец и другие. Основная сфера моих научных интересов тогда была огнетермостойкие ткани, текстурированные нити, переработка текстильных отходов, переработка хлопка, компактной и другие виды пряжи. Я написал ряд учебников для студентов и не только о производстве химических волокон и нити и о современном прядельном оборудовании. К сожалению, они издавались совсем небольшими тиражами и быстро раскупились. Есть у меня и ряд патентов на всякие текстильные девайсы. И вот в 2021 году мне пришла мысль о YouTube-канале о текстиле. Признаться, до этого я уже пробовал вести кулинарный YouTube-канал, который назывался «Ужин с доцентом». Но это был скорее канал для родных, близких и друзей. Студенты, кстати, его любили даже больше, чем текстильный канал. Создание же канала «Текстиль Эксперт» было вызвано целым рядом факторов. Это и повальная текстильная безграмотность, царящая в интернет-пространстве, и большой рюкзак знаний за моими плечами и желание ими поделиться.
Ну и, конечно же, тем, что мне самому интересно рассказывать людям о текстиле, его истории, технологиях, различных традиционных и инновационных материалах. Подходить к каждому выпуску я стараюсь максимально серьезно и скрупулезно, чтобы вы, дорогие подписчики, не обвинили меня в некомпетентности. Все знать невозможно, поэтому часто мне помогают мои бывшие коллеги из университета, специалисты по пряже, по тканям и трикотажу. Бывшие студенты, а сейчас специалисты и руководители предприятий. Я всегда увлекаюсь тем, про что пишу, поэтому информации собирается больше, чем можно уместить в одной передаче. Ну и тогда происходит мучительно болезненный процесс вырезания уже готовых кусков. Ну или как в случае с выпусками о паучьей паутине или эко-коже, я разбиваю передачу на две части. А еще, когда я записываю передачу о каком-то материале, то мне хочется самому его затестить. И вот в гардеробе появляется кашемировый джемпер, рубашка из крапивы, куртка с мембраной и прочее. В среднем на создание одного выпуска я трачу до 3 недель. Сначала происходит сбор материала, а здесь могут быть научные статьи из русскоязычных и иностранных изданий. Самое сложное на этом этапе отделить правду от фейков. Затем подборка иллюстраций тоже, нужно сказать, непростой процесс. Далее съемка и монтаж. Поэтому мои большие видео выходят только один раз в 3 недели. Ну а еще шортсы и публикации в Telegram. Поэтому создание контента занимает большую часть моего времени. Сейчас в моем списке 238 тем, с которыми вы мне, кстати, очень помогаете. Снято пока только 77. После окончания моей деятельности в университете я занимаюсь онлайн и офлайн текстильным обучением. Сейчас предлагаю два курса. Это текстильный материал, он больше материаловедческий для тех, кто пришел в текстиль без специального образования и хочет научиться разбираться в текстиле. И современный метод для отделки текстильных материалов – это более продвинутый курс для тех, кто хочет узнать, как можно изменять свойства ткани и одежды в процессе отделки. Также я по запросу выезжаю на предприятия и фирмы, где провожу корпоративное обучение. Занимаюсь консалтингом для всех желающих, помогаю подобрать оборудование, рассчитать его количество, мощность производства, выбрать поставщиков, разобраться в причинах брака и многое другое. Мое хобби – это путешествие. Я очень люблю природу и стараюсь посещать страны и места с нетронутыми цивилизацией местами. Конечно, мечтаю посетить ритуал Чаку по стрижке викуни в Перу, мериносов в Австралии, прядение волокон лотоса в Мьянме, собирать гагачий пух на островах Белого моря и многое другое. Сейчас я побывал в 35 странах и надеюсь, что это не предел. Последние годы увлекся бёрдвотчингом и теперь катаюсь по лесу на велосипеде с биноклем. Еще одно довольно необычное мое увлечение – это банистика. Но это не просто банкноты, а банкноты с текстильной тематикой. Их оказывается довольно много. Про некоторые из них я рассказываю в своих шортс. Да, можно изучать текстили через деньги разных стран и времен. Ну вот, как видите, большинство моих увлечений так или иначе связано с текстилем. Поэтому спасибо вам большое за поддержку, за активность, за комментарии и просто за то, что смотрите мои выпуски. Постараюсь и дальше вас не разочаровывать. Всем привет и до новых встреч в эфире.